Всем привет! В этом видео я расскажу про один язык, о существовании которого, я уверена, знают немногие. На самом деле, до декабря прошлого года я тоже не знала, что этот язык существует. Но прежде чем вам сказать, где на нем разговаривают, давайте я вам поведаю небольшую предысторию, как я, собственно, познакомилась с этим языком. Итак, в декабре прошлого года и в январе этого года я путешествовала по Кавказу. И первой страной, которую я посетила, был Азербайджан. Помимо типичных мест посещения туристами вокруг Баку, мы решили заехать в одну горную деревушку, которая известна своим ремеслом. Очень живописное место под названием Лагич. На самом деле, эта деревушка очень посещаема туристами летом, но зимой там вообще не было туристов, кроме нас. И, конечно же, прежде чем поехать в эту деревушку, я решила поизучать немного информации про нее. И я обнаружила, что в Лагиче разговаривают не на азербайджанском языке, а на татском языке, который дальний родственник фарси. Поэтому я вдохновилась на создание этого видео про татский язык, где я вам расскажу в общем про этот язык, также покажу некоторые кадры из моего путешествия и некоторые отрывки моего интервью с одним носителем татского языка. Лагич – это поселок городского типа, расположенный в Исмаилинском районе Азербайджана. Население примерно 900 человек. Лагич – это старинный центр кустарного производства медной посуды. Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощенными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения и построенными из камня зданиями. О происхождении лагичцев в народе сохранилось несколько преданий, согласно которым они являются выходцами из иранского Лагиджана, провинция Гилян. По одной из легенд, 1000 лет назад персидский шах Кейхосров, убив в поединке соседнего правителя, бежал, спасаясь от мести, на север. Укрывшись в здешних горах, он и провел остаток своих дней, предавшись молитвам. В чужой стране у обрыва реки под горой Ниалдаг был похоронен изгнанник, а над могилой его поставили памятник с единственной надписью «Кейхосров I». Слуги покойного шаха построили рядом селение и назвали его Лагич. Востоковед Владимир Минорский предполагал, что расположение и название современного Лагича соответствует княжеству Лайзан, одному из вассальных сасанидских княжеств, впоследствии ставшему частью Ширвана. Также считается, что столицей Лайзана был одноименный город, ныне поселок Лагич. Население Лагича в основном двуязычное. Помимо родного татского языка, широко используется также и азербайджанский язык. Но стоит сказать, что речь селений северо-востока Азербайджана и Абшеронского полуострова относится к южному диалекту татского языка. Здесь стоит немного сказать о самом языке. Понятие «татский язык» или язык кавказских татов в оборот ввел Дорн. Давайте теперь чуть подробнее поговорим про татский язык. Этот язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков. Татский язык – это общепринятое название для обозначения группы диалектов татов-мусульман, горских евреев и армяно-татов. Кстати, этот язык является одним из официальных языков Дагестана. Это язык не только мусульман, татов-мусульман или, собственно, татов, но а также иудеев, горских евреев и христиан, армяно-татов или татоязычных армян. Вместе с тем, между наречиями татоязычных мусульман, иудеев и христиан была довольно большая разница. Но речь армяно-татов примыкала к речи татов-мусульман. И для характеристики двух основных разновидностей татского языка этнограф и языковед академик Миллер впервые ввел в науку термины мусульманско-татский и еврейско-татский языки. Таким образом, как я уже сказала, татский язык – это название, принятое для обозначения диалектов татов-мусульман и горских евреев. Кстати, многие исследователи считают их самостоятельными языками. Также в Дагестане обладает статусом одного из официальных языков. Очень важно сказать, что мусульманско-татский язык является исчезающим и вытесняется азербайджанским языком в Азербайджане. Более того, татский язык классифицируется как язык в серьезной опасности исчезновения по критериям Атласа языков мира в опасности
изданного ЮНЕСКО. В настоящее время датский язык весьма раздроблен в говорном отношении. Практически каждые несколько селений имеют свой говор, но тем не менее говоры схожи между собой. Датский язык наряду с фарси, дари и таджикским принадлежит к юго-западной подгруппе иранских языков. Некоторые ученые считают датский язык диалектом персидского языка – лахджа-етати. От современного персидского он отличается наличием ротацизма, соответствием в известных положениях звука «р» персидскому «д», обычным отсутствием изофета, сохранением ряда исконных среднеперсидских архаизмов, а также сохранением иранского «в» в начальной позиции. В грамматике испытывает структурное и лексическое влияние азербайджанского языка. В своей лексике датский язык весьма близок к персидскому, с соответствующим учетом фонетических изменений. Исторически датский язык восходит к среднеперсидским говорам переселенцев Закавказья, испытавшим в дальнейшем сильное воздействие со стороны классического фарси. Значительный пласт заимствований составляют тюркизмы и арабизмы. Русские заимствования в большом количестве проникают в послереволюционное время, а заимствования из горских языков не обнаружены. Но надо сказать, что язык пока еще недостаточно изучен и главным образом известен благодаря работам Миллера начала и середины 20 века. В русскоязычных источниках я читала, что в Азербайджанской республике датский язык не имеет официального статуса и не преподается, хотя в некоторых англоязычных источниках было написано, что его преподают в некоторых начальных классах. Сейчас письменность датского языка на основе азербайджанской латиницы, а в качестве литературного языка даты используют азербайджанский язык. Салам алейкум. Луиш хуби. Хуби. Луиш хуби. Лагиш очень хороший. Сабы. Те. Хей. Sabot xeyr boşu. Sabot xeyr boşu. Dobro utro. Şangin tu xeyr. Xeyr. Şangin xeyr boşu. Xeyr boşu. Spokojno noć. Şangin xeyr boşu. Kadeva çilami. Mana numa Khalili. Kamine Khalili. До свидания. Sağ ol. Kesol boşu. Kesol boşu. من برای شما جهاز جو نم خوردن چی با خوبی خوردن یعنی خالص با اینجا جشتیم بودا نخوردیم جنا کاری زان جنیزه چیلا دوچ جدا بوشیک جدا هم برای که مران چیلون که مران به جشتن برای با ماموزه رفتن و سموار مسیل زد شدن و سموار و تا اینا شابازو بود شمی خوبی